Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить кулер на ноутбуке Asus X552C и ему подобных. На моем ноутбуке Asus перестал нормально работать кулер. Точнее, он работает, но с большим шумом, на маленьких оборотах, не обеспечивает нормальное охлаждение процессора и, соответственно, компьютер перезагружается ни с того ни с сего, перегревается при больших нагрузках, поэтому необходимо срочно заменить кулер. При включении ноутбука слышно, что кулер заметно хрустит, медленно крутится и не охлаждает систему. Для замены я купил новый кулер фирмы Sunon. Он имеет такой внешний вид и вполне похож на оригинал. Это не самый дешевый, а средний ценовой диапазон. Для того, чтобы добраться до кулера, необходимо перевернуть ноутбук вверх ногами, снять защелки на батарее питания, вынуть батарею на себя и открутить эту крышку. Здесь есть два болтика с левой и с правой стороны. Откручиваем их. Здесь болтики длинные. И снимаем крышку в сторону. После этого необходимо снять жесткий диск. Для этого откручиваем 3 шурупа его крепления по периметру. Шурупы здесь короткие. Отлаживаем в сторону. Отодвигаем жесткий диск в сторону и вынимаем его вверх. Вот он такой имеет внешний вид. После этого откручиваем все шурупы, которые обозначены буквой А по периметру. Затем переворачиваем ноутбук, открываем его и аккуратно с помощью плоской карточки или пластмассового предмета отщелкиваем верхнюю часть клавиатуру. Мне удобнее отсюда начинать по всему периметру. Аккуратно отключаем шлейфы клавиатуры и убираем клавиатуру в сторону. Вот эти шлейфы. 3 штуки. После этого убираем со своего места CD-ROM, откручиваем шуруп его крепления. Здесь он блестящий, не забываем об этом. И выдвигаем его со своего места. Теперь отсоединяем этот Wi-Fi адаптер. Откручиваем один шурупчик. Здесь он тоже короткий. И его соединяем. Соединяем два разъема. Черный и белый. Черный разъем длиннее, а белый короче. Поднимаем адаптер и вынимаем со своего места. Вот имеет такой внешний вид этот адаптер. После этого откручиваем все шурупы, которые обозначены вот таким треугольничком белым. Я их слаживаю отдельно, чтобы затем не перепутать шурупами крышки. И откручиваем шурупы крепления кулера. Здесь все одно целое. Теперь можно все поднять вверх.
Как видите, вот система охлаждения. Как видите, вот система охлаждения. Здесь термопаста. Я недавно ее менял. И здесь она заходит, эта система, в этот кулер, который вынимается в эту сторону. Отключаем его от платы управления. Здесь он просто вынимается. И здесь видно, что есть такой скотч, которым кулер приклеен к этому радиатору охлаждения. Необходимо взять такой же скотч или кусок изоленты и заменить его на другой, на новый. Видно, что этот кулер имеет также модификацию Sunon, как на новом. Поэтому все должно работать одним массивом. Подсоединяем кулер к системе охлаждения аккуратно, чтобы ничего не поломать. И приклеиваем куском скотча. У меня скотч 3М, очень крепкий, хороший. И никуда ничего не денется. Подключен. Теперь подсоединяем его к разъему на плате. Здесь тоже его не перепутайте, потому что разъем девается только в одном положении. Теперь устанавливаю на место Wi-Fi адаптер, свой разъем. Прикручиваем его шурупом. Устанавливаю на место DVD-ROM. Аккуратно заводим его в свой разъем и прикручиваем блестящим шурупом. Осталось установить на свое место верхнюю клавиатуру. Прячем все провода, чтобы они не мешали устанавливать ее. Все должно быть снизу, чтобы ничего не упиралось. Закрываем крышку в свое место. Прикручиваем сзади все шурупы, которые мы откручивали. И закрываем нижнюю крышку в свое место. Устанавливаем аккумулятор и проверим, как работает кулер ноутбука. Как видите, новый кулер работает совсем бесшумно. Ощущается хорошее движение воздуха. И после этого компьютер выбивать не будет при перегреве. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как заменить кулер на ноутбуке Asus X552C. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!